Козероги, здравствуйте! Сегодняшний таро-прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю с 25 по 30 августа. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие карты вам сегодня выпадут в нашем раскладе. Что интересного произойдет непосредственно у вас. Итак, давайте посмотрим. Следующая неделя, какие карты вам выпадут. У нас сегодня в раскладе две колоды, как обычно. Это Таро 78 дверей в сегодняшнем случае, да, и Таро светлых провидцев. Посмотрим, какие карты вам выпадут из этих двух колод. Напоминаю, что вы можете подписаться, оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень-очень признательна за такую активность с вашей стороны. Итак, Козероги, давайте посмотрим, что же вас ожидает. Итак, смотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта, карта короля Пентаклей у вас здесь выпадает. Это карта вашей стихии, вашего знака зодиака. В принципе, может говорить о том, что вы себя чувствуете достаточно комфортно в этот день, как в своей тарелке. По королю Пентаклей вы можете также общаться с человеком земного знака, как вы. Это Дева, Тельцы или Козероги. В принципе, сам по себе король Пентаклей, он такой очень трудолюбивый, очень практичный, любящий постоянство, умеющий управляться с деньгами. Вы можете здесь решать какие-то финансовые свои вопросы, возможно, по этой карте. И стараетесь быть очень разумными, очень мудрыми в тех решениях, которые принимаете. Особенно, если они касаются финансов, да, и какой-то вашей долгосрочной стабильности. Здесь же есть семерка Пентаклей. Вы можете оценивать свои ресурсы, сколько вы уже вложили усилий в какое-то дело, сколько оно принесло вам прибыли. Вот как он смотрит здесь в сейф на свои сбережения. Также и вы оцениваете тот результат, который у вас уже есть, и думаете, стоит ли продолжать в том же направлении, сможете ли вы дальше приумножать, возможно, свои ресурсы таким вот образом, такой своей работой, либо нужно что-то перестроить, поменять. Поэтому вот семерка Пентаклей, здесь она как оценка ситуации выглядит. Дальше идет туз жезлов, это желание действовать, какие-то новые начинания внедрять в свою жизнь. Здесь вы полны сил и энергии. Вы готовы реализовывать какие-то возможности, которые у вас имеются, вот вы готовы какие-то идеи воплощать в жизнь. И уже даже, возможно, делать какие-то первые шаги для этого. По тузу жезлов полны энергии, вот этих амбиций. По пятерке жезлов готовы работать над этим, готовы бороться, если будет необходимо, решать какие-то сложные задачи, преодолевать препятствия на пути к вашей цели, потому что вы горите определенной идеей, вы хотите ее реализовать, и вы готовы к этим переменам. То есть вы сами же их, по сути, и провоцируете. Следующая карта колеса фортуны. Это колесо удачи и везения, и вашей уверенности в том, что у меня все получится, я со всем справлюсь. То есть вы как будто бы здесь можете принять какое-то важное, поворотное решение по колесу фортуны, которое будет для вас судьбоносным. И оно влияет на дальнейший ход событий. Колесо фортуны, оно может как в вашу пользу крутиться, так и против вас. Но все-таки хочется верить, что в вашу, потому что здесь вот у вас такой азарт и уверенность в удаче, уверенность в успехе. Вы как будто бы уверены в том, что вы на верном пути, и все, что вы делаете здесь, это правильное. И по двойке жезлов, когда выбираете из нескольких вариантов, остаться с тем, что у вас есть сейчас, и идти по тому пути, который у вас есть сейчас, либо попробовать что-то новое, вы скорее выбираете что-то новое, выбираете новое начало, поэтому у вас и выпал туз жезлов, то есть новые
начинания, амбиции, которые хочется реализовывать. И по двойке жезлов вы активно интересуетесь тем, как это можно сделать, какие возможности вас на этом пути ждут. Паж Пентаклей, карта земного знака, опять-таки делает отсылку на возможное общение с таким, как вы, земным знаком. Это Девы, Тельцы, может быть, как вы, Козероги. И также Паж Пентаклей — это такой человек, который готов принимать возможности и шансы, которые даются от Вселенной. Возможность, какое-то практическое применение получить от того, что вам здесь дается. По Пажу Пентаклей вы можете и материальное что-то получать, да, какие-то деньги. Поэтому Паж Пентаклей, а также вы можете получать знания, то есть такого рода ресурс, который позволит вам, допустим, зарабатывать потом больше. То есть Паж Пентаклей, он еще и студент, ученик, человек, способный принимать какие-то знания, как губка их впитывать, чтобы потом в последующем умело их применять и, допустим, таким образом, да, тоже на этом зарабатывать. Паж Пентаклей — хорошая карта. Вы, скорее всего, принимаете эту возможность. И вместе с десяткой мечей вам приходится отвернуться или завершить то, что больше вам не подходит, или то, что вызывало много стресса, много переживаний, много каких-то тревог. То есть вы уходите от этого состояния десятки мечей, то есть дискомфортного какого-то состояния. И по карте Шут, карта нового начинания, опять-таки Шут, обнуление ситуации, готовность шагнуть в новое, неизвестное для вас, готовность здесь рискнуть, если так можно сказать. И вы готовы к неопределенности, которая вас ждет. Снова выпадает туз жезлов, то есть к каким-то новым начинаниям. Вы готовы здесь к новым возможностям, и вы не боитесь этих возможностей, этих перемен. Вы готовы здесь как будто, знаете, как либо начать новую работу, начать новые отношения или какую-то поездку здесь, да, вот вы горите идеей это сделать. То есть у вас есть идея что-то новое здесь попробовать, и вы это делаете в любом случае. Дальше у вас идет рыцарь мечей, который идет рядом с рыцарем Пентаклей. То есть воздушная стихия, земная стихия. Воздушный знак, порывистый, активный, амбициозный, который сначала делает, потом думает. Хотя, в принципе, мечи — это такая очень ментальная энергия, он думает так же, но он очень такой вот резкий в своих действиях, то есть и думает достаточно категорично, такими какими-то, знаете, категориями противоположностей, то есть белое, черное, добро, зло, да, то есть нет золотой середины у него. А рыцарь Пентаклей, он более такой мягкий, более планомерный, более спокойный, и они как будто бы здесь в противоположности находятся. Но вот посмотрим на этого рыцаря мечей. Возможно, вы общаетесь с воздушным знаком зодиака в субботу, поэтому выпала эта карта. Возможно, вы здесь стараетесь, так как у вас есть паж кубков, да, и какой-то шанс вам выпадает здесь, но вместе с рыцарем мечей вы можете приложить упорство, настойчивость, упрямство, чтобы какой-то шанс здесь использовать, даже если это не просто дается. То есть как преодолевая препятствия, открывая закрытые двери, прикладывая максимум усилий, там, делая над собой усилия определенные, показывая там свою храбрость, смелость, амбиции здесь по этой карте, чтобы реализовать какую-то возможность, которая здесь вам дается. Может быть конфликт с водным знаком зодиака, то есть нужно быть осторожнее с раками, рыбами или скорпионами. А рыцарь Пентаклей, который у вас выпадает на воскресенье, который более такой спокойный, более методичный, уравновешенный, здесь выпадает с картой мир. Возможно, вы здесь куда-то едете, какая-то запланированная поездка, может быть. Возможно, вы здесь настроены на достижение результата, но постепенно. То есть, опять-таки, вы здесь по рыцарю Пентаклей уверены в том, что удача на вашей стороне, вы терпеливо идете к своей цели, вы выносливы, вы методичны, вы здесь над чем-то работать можете, особенно не проявляя какой-то такой скорости, да, в ваших действиях. И по карте мир добиваетесь таким образом успеха, то есть каких-то хороших результатов, хороших достижений. Может быть, вы нацелены на какую-то удачу, связанную с чем-то, что является как расширением, да, то есть что-то связанное с миром, с людьми в мире, с возможностью донести что-то в этот мир там, или окружающим людям, с кем вы общаетесь, может быть, с кем-то на расстоянии, возможно, с кем-то, с кем вы работаете дистанционно, там, я не знаю, с кем-нибудь там переписываетесь или общаетесь, вот в таком духе также здесь может быть такой вариант.
Кто-то из вас может ехать на день рождения, потому что мир — это еще может быть как завершение одного цикла, начало нового, то есть день рождения. Чей-то на этот день рождения, допустим, вас приглашают. Также такой вариант может быть, и вы тогда берете подарочек, как здесь изображено, едете к этому человеку его поздравлять. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для козерогов мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!